способ, погнали! Ё-моё. Mãe, ali da Wari, bag. Воздух здесь просто обалденный. Начинаем сплав. Настолько хорошо знает меня, что она даже не пыталась меня отговаривать. Просто понимает, что мы 100% туда идем. Не переживайте, если вы упали на той переправе и полностью намокли. I'm scared. So what? I'm scared. Таня застряла. Oh my God, that's hot. Всем привет! Подписывайтесь на канал Игорь Дует. Чувак геймифицировал домашние дела для детей. Его приложение уже залетело в топ-11 на App Store. Апка называется Do It. Это трекер детских привычек, который в игровой форме заставляет ребенка жить вне экрана и с увлечением делать домашнюю работу. Суть какая? У тебя подключен аккаунт ребенка и родителя, и ты ребенку, например, кидаешь задание: заправить постель, сделать уборку, почистить зубы, сделать домашку и так далее, и так далее. Ребенок это делает фотоотчет, и ему там какие-то монеты за это даются. Там потом можно ребенку что-нибудь, какие-нибудь плюшки за это давать. Ну, в общем, геймифицировать те самые скучные дела, которые мы, там, да, будучи детьми, никогда не любили делать. Да, я тот самый создатель приложения Do It детские привычки, и если у вас есть дети, я вам настоятельно рекомендую установить его, потому что оно реально геймифицирует скучные повседневные дела, и дети на себя берут больше обязанностей по дому и с удовольствием зарабатывают баллы, выполняя задания. Приложение доступно для скачивания для телефонов и планшетов в Apple Store и Google Play. Ссылка будет в описании. Наш люкс-поезд из Вьентьяна до Ван Виенга отменился из-за дождя, и нам пришлось ехать на такси. Первым делом по приезду мы заселились в такой вот невероятной красоты отель с таким вот чудесным видом. Пошли с Танюшкой на завтрак. Тут вот такое вот нашествие китайцев. И они реально как саранча, и они реально конченые, просто так вот врываются, разгребают все как бешеные, реально. Короче, еще фишка, они курят прям вот возле вот шведского стола. Чел с сигаретой во рту подходит, это самое ест, набирает себе еду. Типа, если бабушка берет кофе, то это будет такая бадья, которая нас с собой набирает. Но зато, если оторваться от этой всей массы китайской, вы смотрите, с каким видом можно позавтракать. И тут никто не сидит в этой красоте, никто не сидит. Все сидят в том мракобесие. Ван Виенг со всех сторон окружен вот такими вот чудесными холмами. И, конечно же, я вам рекомендую арендовать комнату с видом на эти горы. С погодкой нам пока, к сожалению, не повезло. Ну, надеюсь, что распогодится. Конечно, виды здесь сумасшедшей красоты. И в дождливую погоду, я думаю, когда здесь будет солнечно, тоже будет просто обалденно. В Таиланде используют дождевики, а здесь так вот используют зонтики на байках. Мы решили немного прогуляться возле отеля. Таня говорит, что это шкура быка. And what to do with this? А, ты не местная, да? Понятно. Ну, наверное, тоже так сосать, посасывать, разжевывать. I see it's popular for Lao people. Конечно, популура. And then what- Такая at the вкуснятина. Islamic restaurant, Ага. what the famous food, Lao food, she say about Так, the we come back. Buffalo skin или курочка из KFC? Бургер из Макдональдса или Buffalo skin? buffalo skin. Окей, тирамису вкусный, очень классный, или Buffalo skin? Buffalo skin. Buffalo skin. Понятно, Buffalo skin. Я не знаю, почему у них столько строек. Это просто капец. Вот реально, они просто строят. Вроде красиво, но какой-то город немножко как недобилдинг. Такой, знаешь, это везде какой-то билдинг, недобилдинг. И не то, что как бы в процессе, а вот просто видно, что уже давно не в процессе. Реально, в этом городе строек, больше, чем в Дубае. Просто город, сплошная стройки. Нашел один тротуар, где можно гулять, так здесь магазин тебе. Киоск вырос. Не проехать. Сейчас будем пробовать такую лавошку-банишку. Горячий бутерброд. Budenbrot. Так, воруем рецептуру лаошских банмишек. Идет туда лучок. Вот такие жареные
куски колбасы, котлеты. И фишка Лаоса в том, что он был под Францией, и они шарят как печь булочки, как вьетнамцы. Поэтому в их кухне тоже присутствуют вот такие вот разные багетики и выпечка. Короче, получается вот такая вот огромная, здоровезная конструкция, которая не войдет ни в один рот. Стоит 45 тысяч. Готовьте деньги. Вот как это возможно? Едешь на машине и просто здесь на всю улицу вот такая вот тусовка. На тебе! Вагон-ресторан. Кафе поминальное какое-то. Или что это? Или свадьба, или... Тут не разберешься у них. Играют в карты здесь. Так это казино. Так это реально казино. Это казино. Это казино Рояль. Это казино Фреш Рояль. Успешным туризмом здесь, конечно, есть свои моменты. Гулять довольно-таки дискомфортно, грязючка. Иногда не везде есть дорожки, такие ямы просто конченые, опасные. Вот, поэтому будем брать байк. Цена везде одинаковая. На Джордино вот это такой вот красивенький, свеженький 200 тысяч. Вот такие где-то по 150, но это сутки. Можно взять на типа как бы как день. Вот. Но из минусов везде требуют залог паспорта и на деньги не договариваются. Добрый день. А у вас здесь экскурсии хотели бы полетать, может быть, на параплане, может быть, на воздушном шаре хотели бы полетать. Короче, с погодой была реально засада. Мы придумали такой план капкан. Первый день мы поедем вместе с ними, и они нам покажут те места, которые с ними лучше посетить. По зиплайны, вот эти плавательные пещеры на тюбингах, всякие раз такие штуки. А другой день мы арендуем байк и сами поедем в эти все голубые лагуны. Цены примерно вот такие, там от 20 до 30 долларов, разные программы, включена еда, так что в принципе довольно-таки нормальный вариант. Я могу порекомендовать вам эту точечку, в принципе нормальные цены, приятно по-английски разговаривают, большой ассортимент разных экскурсий мы брали здесь, как бы в принципе нам понравилось, нормальный парень. Также тут можно поменять доллары. Вот это главная дорога Ван Виенга. И просто посмотрите вообще, что здесь происходит. Я даже не уверен, что я знаю, как это проезжать правильно. Еще добавить одной рукой, конечно, это вообще своя специфика. Но просто посмотрите, что за жестяк вообще. И знаешь, так вот ты едешь, допустим, километров 40, а потом такая просто полный капец какой-то случается. Я такого не видел со времен, не знаю, 2003 года моего детства в Украине. Сейчас такого вообще днем со днем не найдешь, капец. Ой, одной рукой тяжело. О. Весь город вот такой просто. Просто весь город. Смотри на это. Ой. Сори, мне надо было отвлечься. Я отвлекся. Мне надо было... Заезжаем на заправку Star Oil. Здесь вот таким компотом заправляют машины. Мы сейчас тоже заправим нашего Пикачу. А вы знали, что, короче, в Лаосе тут, представьте, кофе везде в лужах налито, Таня сказала. Вау! Без milk little bit. Вокзал Ван Виен. Едем покупать билеты уже за наличку, потому что если вдруг его отменит этот поезд, то мы заберем наличку деньги. Мы хотим взять бизнес-класс, а он дорогой, вот, поэтому будет тупо потерять 50 долларов. So, business class, 2 ticket, yes. Последние 2 билета мы забираем на бизнес-класс, прикиньте. Последние 2. We will lose it. Да, но я не могу вам их продать. У меня просто не хватает слов, какие тупорылые здесь железные дороги. Осталось 2 последних билета в бизнес-класс. И мы сейчас, они не принимают фотку паспорта, а паспорт забрали наш за аренду в депозит за байк. Понимаешь? И фотки они не принимают. Идите распечатайте где-то свои фотки. В минуте езды от железнодорожного вокзала здесь сразу есть такой вот магазинчик, принт-шоп. Зеленая такая вывеска возле желтой. И можно распечатать паспорта. Надеюсь, мы успеем. Я хочу на бизнес-классе поехать. 2 последних билета осталось. Я Танечку быстро послал, чтобы она начала процесс бронирования, пока парковал байк. Самое тупое, что она не знает, где тут ближайший фотошоп. Мы успели, представляете, распечатали нам такие паспорта наши, мы получили билетики. Бизнес-класс, Тань. Ты похожа на бизнесмена. You look like businessman. Вокзалы у них, конечно, новенькие, симпатичные. И так, в принципе, ты выходишь так красиво, все аккуратно.
Ну, блин, такая тупорылая система, такая проблемная, просто капец. Ура, этот паскудный дождяра заканчивается, и перед нами пристает красотка Танюшка. Смотрите, как Танюшка носит часы. Как китаец просто. Так вот на пести. Вот, Танечка вот так, конечно, больше на бизнес-вумен похожа, чем в том синем дождевике. В кофейне сидит, бизнес делает. Тань, так какой твой бизнес? Вот. Gun, keeper, banana. Oh, just kidding, not banana. Я вообще так, в принципе, люблю, знаете, с карты так вот наверх смотреть. У меня Google Maps сделан фото, не просто карта, а именно фотка со спутника. И я вот заметил вот эту вот штуку. И я думаю, блин, что это такое? Я хочу подъехать посмотреть. Вот такая какая-то поле, вот такая какая-то зона. И вот такая вот какая-то umbrella корпорация. Я думал, это какой-то заброшенный парк развлечений, а это такой какой-то отельный проект. Такие контейнеры, капсулы с кондиционерчиками. Тут снизу получается такая зона какой-то там ресторанчика питания. Ух ты, даже какой-то у них тут бассейн такой идет. Чтобы комаров выращивать, наверное. Внутри есть красивые бассейны, такие, наверное, общественные туалеты. Ну, концептуально, прикольно. Вообще, в принципе, Ван Виенг — это такой город, который окружен, можно сказать, со всех сторон вот такими обалденными горами, холмами. И реально почти из каждого отеля открывается на них просто, ну, невероятный вид. Но, честно вам скажу, добираться сюда далеко, сложно, инфраструктуры туристической нету, оно все как бы получается потом так навалом дорого. Если вы не были в Таиланде на Крабе еще, вам сначала нужно посетить вот это место, потому что оно очень похоже. Там все сделано так очень удобно, красиво, понятно. Это уже такое для более таких изощренных путешественников, которые уже бывали на Крабе, в Таиланде, видели Пхи-Пхи, видели Рейли-Бич. Вот, тогда вам за новыми впечатлениями сюда. Лаос не для начинающих путешественников 100%. И более того, у меня тайская девушка, и она говорит по-лаоски. И она решает мне столько проблем, вообще это просто капец. Реально, потому что у них английский настолько базовый, что они говорят, да, я говорю, но я смотрю, что они вообще просто не понимают абсолютно тебя. Поэтому, если бы, конечно, не Таня, мы бы тут просто... Я бы еще в Вьентьяне застрял бы где-то. Вы можете ехать и нарваться вот на такой вот брод. Это, чем мне кажется, неправильно делает, он может залить байк. Я тоже постараюсь аккуратно. Посмотри вниз. Шоудаун. Шоудаун. О май гад. О май гад. Ох, надо трясти. Ой. О май гад. В конце вот так вот начался байк трясти. Не, ну природа в этих краях просто реально очень живописная. И воздух вы сами представляете какой. Посмотрите, как красиво и круто стелятся облака прямо по горам. Эти места с обоев на телефонах, на компьютерах, они реально существуют. Посмотрите, какая красота, как эти тучи красиво ложатся. Люди махали нам и были очень френдли. Обойди! Somebody. Car, be careful. Hello. Be careful. Встречка. Go, go, go. You go. Такая система, ниппель тут очень серьезная, вот такая как бы продажа билетов, но это тут проверка, а продажи билетов вот там вот 20 тысяч что ли билетов. Ну здесь просто неожиданно все сделано супер красиво и аккуратно, вот такая вот парковка, вот такое все, но этот сейлс офис продажи билетов это просто капец, она потом за нами так на бежала, билеты, купи. Просто так с холма сбегаешь и уже проверка билетов, нельзя их сразу продавать как бы что-то официальное, а не какой-то гоп-стоп. А на самом деле дорожка не близкая, 500 метров еще к этому водопаду нужно пройтись так пешочком. Ну, довольно-таки она приятная, аккуратная, поэтому, думаю, проблем не возникнет. Смотрите, что здесь происходит. Деньги взяли, мост сломанный, но есть отличная альтернатива. Брод. Давайте сейчас, если этих ребят не смоет, то мы тоже пойдем. Я поспешил, когда сказал, что дорожка будет хорошая. Да, мост, конечно, сильно поврежден, веревка порвалась. Нужны инженеры из Германии, наверное, чтобы его починить. Проще было рядом этот мост соорудить.
Ребята, это Лаос. Это вам, блин, нормальные, настоящие приключения. Сейчас такой, конечно, поток сильный, после дождя вообще жестко. Типа, видите, штаны ему намочило. Когда будете эту речку вброд брать, подтягивайте штаны повыше. Видите, у него уже оно намочило ему по самые бубенцы. Ну вот так по чуть-чуть, помаленечку себе ребята и перешли, видишь? Это было бы желание. Вот там вот тупо, что, конечно, этот мост заканчивается. Тебе вот эти нужно метра 2-3 без мостиков идти, без какого-то сопровождения. Да, Танюшка точно, наверное, не на такой сегодня adventure рассчитывала, когда делала такой лук себе. Знаете, что это самое прикольное? Что Танюшка настолько хорошо знает меня, что она даже не пыталась как бы меня отговаривать. Она просто понимает, что мы 100% туда идем. Все, это тяжелая артиллерия. Таня перебивает кроксы на задник. Это значит, сейчас будет шоу. Таня говорит, ледяная вода. Да тут реально это, конечно, не очень. Такие ямы, провалы. Use this one. Смотри, как смывает. Ого, прям смывает. Да тут очень сильно, блин, смывает. Еще такие провалы в этом, то, что они тут наделали. Это просто капец. Посмотрите, какое течение. Я не знаю, передает, не передает камера. У меня нога вот просто улетает. О, no. Так, я прекращаю. Но вы, самое главное, не переживайте, если вас начнет наносить по течению. Там есть отличные кусты, несколько рядов. Вы точно за них сможете схватиться. I use one this. Where? Maybe in waterfall. I have one like this, but say love here. So you lose love? Ребят, ну короче, не переживайте. Если вы упали на той переправе и полностью намокли, не переживайте. Вы все равно 100% полностью намокнете, когда будете фотографироваться с этим водопадом. Просто максимальное погружение. Вау, ну не валит, кайф. Такое все, мелкие капли воды от него летят, просто супер. Я буквально искупался в этом водопаде за секунду. Тем летит таких просто количество воды, здесь становишься мокрым. Держи, шоу. Ну, please do stop, на ногу. Он сейчас, конечно, невероятно сильный. Просто лупашит. Как с ведра, что ли, можно сказать. Такой классный здесь viewpoint они сделали. Ты прям под ним оказываешься. Водопад класс, просто отличное развлечение. Сделали такую конфетку, молодцы. Этот прикол с мостом тоже вообще бомба. Наверное, мотор специально не чинит, потому что всем нравится. Вообще такое развлечение бомба. Ну, пойдемте такой, в принципе, культурный, да? Но, конечно, захекиваешься чуть-чуть. Думаю, даже в жаркую погоду здесь не будет проблем, потому что так что кронами деревьев закрыто. Думаю, будет тенисто, поэтому в любое время приезжать сюда можно и даже в самую пекло. Тайтано! Реально очень дико здесь и очень прикольные комбинации. Кстати, даже дикие дети какие-то тут бегают. Вот с леса выбежали. Природы, джунгли здесь, конечно, очень интересные. Прям реально чувствуешь, что как будто в каком-то древнем затерянном лесу, джунглях, где не ступала нога человека. Вроде мы нашли самое симпатичное на Google картах кафе, но вот Лаос это будет вот так все. Вот так все будет. Тут Таня красивая. Кататься здесь на байке – одно удовольствие. Виды просто умопомрачительные на все 360 градусов. Единственное, что иногда бывает не очень дорого. Стоп у людей случился, что меня? Колесо. Поэтому тут есть целое движение по аренде баги. Хотя, мне кажется, именно эти баги дороги и поразбивали. В описании оставлю отметку, где есть целый квартал баги ренталов. Тут есть баги на любой вкус. Двухместные, четырехместные, новые, старые, подороже, подешевле. Мы сюда еще точно вернемся. А вот посмотрите, какой миленький, живописный и вроде надежный мостик. Ой! Живописно, вопросов нету, живописно.
Просто посмотрите на эту гору Саурона, вообще просто, я в шоке. Вдоль дороги гуляет очень часто много тех самых буффало, которые так любят лаосцы есть и добывать из них шкуру. Maybe you not see the farm. So how I can do? Run. Follow me. Too much cry that time. What we run? I run and he run before me. Пейзажи, конечно, здесь просто невероятные. Очень много таких рисовых полей красивых. Представляете, вот такие места реально существуют. Чел просто стоит и пасет быка своего, представляешь? В таком вот месте живописном. Давайте на секунду просто насладимся этой атмосферой. Обзор на наш байк. Взяли вот такой байк, 200 тысяч стоит в сутки. Мы взяли за 120 на дневное время. Отличный байк, с головой его хватает. Вообще везде проезжает. И более того, дорога здесь намного лучше, чем в самом городе. Просто обалденная дорожка. Никакие баги здесь не нужны. Баги есть смысл взять на часик, покататься просто по грязюке, или там рядом в райончике, просто побаловаться. Больше нет смысла. Потому что вот туда вы точно не попретесь. Вот вы реально не попретесь. Вы даже не поймете, как заехать. Вот эти баги сдаются, но ты примерно едешь вот по вот такой дорожке, иногда там асфальт, иногда вот такая вот. Ну, честно скажу, дорога не хуже, чем в центре города. Поэтому, в принципе, можно брать баги для центра города, а на байке выезжать сюда, в сторону этих голубых лагун. Все, я передал права управления Танюшечке моей. Все, я теперь на правах пассажира могу наслаждаться жизнью. А Танюшка пусть там мучается. Основная главная фишка этих мест – это голубые лагуны. Здесь их около 5. Они похожи, но все чуть-чуть отличаются какими-то своими небольшими особенностями. Голубая лагуна 2 в несолнечную погоду выглядит вот так. Но объективно вода голубее, чем та, которая течет в речке рядом. Я не знаю, откуда она берется. А еще здесь есть такие всякие разные приколы для купания. Один из них – это подвесной мост, на котором можно перевернуться. Я только 2 метра сделал, он уже шатается очень сильно. С каждым шагом мост играл все сильнее и сильнее. А я был абсолютно не в плавках, и погода была чуть-чуть прохладной. В какой-то момент идти просто становится невозможно и хочется спуститься на карачки. А если стоять, поднимая одну ногу, ты лишаешься точки опоры, и мост начинает перекручиваться. Поэтому нужно было вот идти вот таким вот смешным образом, хоть хотя бы вернуться на то место, откуда я начинал. Where you go? Your turn. No. Что, она ловкая, блин. Она ловкая, я не такой ловкий. Я еле шел. Здесь можно купаться, прыгать с разных вышек, даже вот такие какие-то штуки есть. Вот. Ну, блин, в такую погоду чуть-чуть свежо, холодновато. Сейчас скажу вам, какая температура воды. Блин, холодная, реально холодная. Вот прямо тупо холодная. Вот тут прямо вот, ну вот. Да, реально очень много камней. Наверное, надеюсь, они не острые. Вот. Ну вот так вот. Лагуна 2 выглядит вот так. Не бывало я в таких местах. Интересное место. Такое даже не с чем сравнить. Эти вышки для прыжков с них. Вот это метров 5 высота. И дети тут, конечно, кайфуют просто. Together? Так, сегодня обстановочка поспокойнее. Те дикие китайцы уехали. И теперь у нас нормальный, приятный, культурный отель. И Тане не нужно будет ни с кем драться за яйца. Яйца, так сказать, в изобилии. Просто обалденно завтракать вот с таким вот видом. Кайф. Сегодня у нас по плану платная экскурсия. Ну что, погода наладилась, и мы едем на приключения. Вот сразу видно нашу машину, все с собой нужно. Good morning. Такая экскурсия нам обошлась в $30. И сейчас вы посмотрите, что в нее входит. Таня взяли очки, она их прикрутила.
see? Слушай, это обещает быть интересным. Смотри, какая река. Смотри, какой каякин. Вообще, можно не гребсти абсолютно. Смотри, какая классная, настоящая лаосская, рыженькая река. Красота. Мы сделали чекаут из одного отеля. И, естественно, для безопасности, чтобы никто не украл, взяли с собой паспорта, все деньги, все эти самые технику. У нас все с собой для безопасности. Эта речка выглядит безопаснее, чем оставить вещи в отеле. А? Again? Go with one guy and go with one guy. What? I'm scared. So what? I'm scared. And You go with guy one and go. Be safety. you not trust I me? don't know how to do. I not touch you, me, and not touch myself. You see, very scared. I just think like small one and not like. Ну что, Танюшечка дала заднюю, поэтому пришлось брать дело в свои руки. Танечка уже плавно прощается с родными, прослушала инструктаж, просто в шоке. Она рада, что я ее пригласил сюда. Проверим ее пульс. Примерно 150. В норме, можно начинать. Я был в Хаяне, меня там научили, как правильно гребсти. Вон еще одну профессию во Вьетнаме. Вот так вот они гребут одним веском. Я использую эту технику здесь, она мне пригодится сегодня. Сейчас проходит часть инструктажа, когда нам рассказывают, если ты выпал из лодки, надеюсь, нам сегодня с Танечкой не пригодится этот information. Таня хотела с каким-то гидом уехать, а ей не хватило гида. Ну что, начинаем сплавку. Немсон Ривер, Лаос. Нам упаковали вещи в герметичные сумки и рассадили по парам на лодочке. Танечка спросила меня, как? А я не знаю. Я не проходил в школе. Ну что, стартуем? Пейзажи просто реально как из Аватара. Вот реально как из Аватара. Так, передал на автоматическое управление, Тане управление. Я буду делать видео. Начинаются маленькие порожки. Put left, put left, put left, put left, that's right. Put left, put left. Yeah, yeah. В этом всем самое главное лодку держать прямо, не давать ей возможности разворачиваться каким-то боком. Потому что это реально, когда тебя боком несет, ты неустойчив. Put down. Потом в какой-то момент всех начало крутить и разворачивать спиной. У нас вот уже одни ребята упали в воду. Это было реально стрёмно, прям перед порогами. Их несло без лодки, потом на эти пороги, они без лодки проходили эти пороги. Но пейзажи классные, и Танюшка гребет классно, молодец. Танюшка тянет всю ответственность на себе. Танюшка справляется отлично с этими порогами. Она моя принцесса. Маленький дисклеймер. У меня все было под контролем. Я в любую секунду мог включиться. Я просто дал Танечке возможность немножечко повеселиться. Снимать и рулей. Кайф. Вот такие вот пороги. Наконец-то мне удалось вам подснять что-то стоящее. Вау. Такие волны. О, аж сюда заливает. Да, без водозащитной сумки не получится здесь у вас ничего. Отключаюсь. Отключаюсь, извините. Ой-ой-ой. Paddle left. Right. Right. Пробрались через такие кусты, нас выкинуло. Я не могу снимать, потому что Таня, когда слышит, что я говорю, она понимает, что я снимаю. И сказала, если я еще один раз увижу, что ты снимаешь, а мы чуть не умерли, то я тебя прибью, когда мы выйдем отсюда. Таня,
Straight, straight, straight. Two. Teamwork, teamwork. Two straight. Together straight. Yes, 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 yes. Максимум, максимум, Танечка. Максимум, 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 максимум. Сложность этого этапа была в том, чтобы нас не унесло дальше по течению, и мы выгребли на берег. И мы справились. И финишировали мы вот в таком вот живописном месте возле синего моста. Тань, what can you say about this trip? Not why? Это было прикольно, но просто стоило на секунду мне отвлечься в телефон, и нас, короче, унесло в какие-то кусты посередине, слава богу, уже не сбоку. Вот, и просто все плывут в стороне, справа, слева, мы тупо через кусты так дубасим. Таня там, конечно, мне высказала за мой видеоблогинг, поэтому, ну, на этом месте поставьте лайк, потому что чуть не лишился любимой девушки. Дальше вас по классике привозят в такой вот общественный ресторанчик. Говорят, что здесь будет шведский стол. Вау, по два вот таких вот шашлычка здоровезных. Батон дают нарезной. И с таким вот прекрасным видом ты кушаешь. А сейчас давайте возьмем интервью у парней, которые вылетели из лодки. Fall down and how you recommend to fall down? What need to do? What mistake you did? Когда мы упали в воду, а дальше пошла непереводимая игра слов британского акцента, которую, к сожалению, я не смогу вам перевести, но по жестам все понятно. Нужно было плыть прямо, а нас завернуло. Is it difficult to come back to board? A little bit, because I think not everybody can come back. Нам не дали много времени отдышаться после обеда и сразу отправили на землю. Технология здесь такая налаженная. Если у тебя вот такие тапочки, то их привязывают к тебе к ноге. Танечку пошлем. Первую, правда? Правильно? Сусу! Таня, не шатай! Короче, у нас одни мужики Танюшку первую, правильно? Мы еще не рожавшие, нам рисковать нельзя. Нин, сон, сан! Место для удара головой. Мы уже начали наговаривать, что мало зиплайна. Какой-то он коротенький. Представляете, оказывается, здесь один был зиплайн, сейчас второй зиплайн. И сейчас будет третий зиплайн. Open! Let's go! Тормоз. Вы знаете, что по статистике человек начинает забиваться при каком-то подсчете между третьим и четвертым разом. И я вот примерно уже начинаю сбиваться, сколько тут было зиплайнов. Мы идем куда-то, идем и идем. Ну главное, ты успеваешь расслабиться и начать наслаждаться зиплайном. Короче, мы узнали, в сумме будет 8 зиплайнов, потому что мы реально сбились. И нам назад прикрепили эти штуки, теперь будем лететь в стиле Супермена, а Таня будет в стиле Супервуменши. Гуляешь, такие мостики симпатичные, в каких-то джунглях. Интересно. What? No. On the river? Like so, me? Why? I'm scared.
Сейчас будет немного неочевидный совет, но на зиплайне просто безумный свистящий шум, когда ты вот находишься прямо возле этой линии. Поэтому из вашего travel-бэга набора возьмите обязательно беруши и вставьте себе их. Вы реально кайфанете, потому что идешь, потом у тебя в голове звенит. А еще на зиплайне очень важно удобно сесть. В самом начале поднять эти штуки максимально высоко, что тебе реально как будто как в трусиках. И в самом начале ты хорошо сел, и потом дальше ты будешь только кайфовать. Эти вот ключевые моменты очень помогают. Смотрите, какая красота. Это, конечно, последний просто обалденный. Ты летишь над рекой, в шоке просто. Ребята, зиплайн просто пушка. 8 пролетов. И этот предпоследний просто невероятный. Ты летишь так вот над всей рекой, и ты успеваешь осознать все. Вообще очень классно. Обязательно я рекомендую именно это место. Их тут 3, но вот именно вот это место, говорят, что самое классное. Сразу ощущается прохлада. Заходим в пещеру Ангел. Называется Angel Cave. Сверху капает водичка. Вот из прикольного здесь такая красивая подсветка, поэтому должно быть красиво. Ой, блин, прям капает прям на голову. Сказали, что это будет сухое место. Ну, из хорошего здесь как бы классная прям дорожка. Вроде не скользкая, но slippery, right? Такая культурная пещера, вообще я в шоке. Просто. Я еще таких культурных пещер не видел. Обычно карабкаешься, как древний человек. Посмотрите, как эстетично, красиво. Реально классная подсветка такая сделана, прикольно очень. Ну из реального, то, что здесь в пещере реально капает с потолка очень сильно. А так, в принципе, таких культурных и обустроенных пещер я еще не встречал. Сейчас же, короче, были дожди, вот как раз с грунта просачивается эта вся вода, и просто как будто реально под дождем здесь находится. Снова оно все льется. Течет со всех щелей просто. Такие... Ой. Идешь по пещере, а потом раз и оказываешься полностью окруженным камнями под открытым небом. Безумно красиво. Прикольно. То пещера, то такие проходы разные. Тут уже под водой где-то идешь. Тут по камню такая, короче, трещина пошла. И мне нравится, как они его палочками подперли. Блин, просто какими палочками. Типа как прикол больше или как, или что? Выходишь из этой пещеры с подсветкой и просто гуляешь так вот уже ее вдоль. Как раз такое вижу обычно в пещере, там либо развороты назад, а тут она такая получается круговой маршрут сквозь пещеру. Зона зиплайна выглядит вот так. Вот эти станции, через которые вы пролетаете. Над таким вот красивым полем и под такой вот роскошной горой. Приключения этого тура за $30 продолжаются, и сейчас у нас будет водный тюбинг. They give life! Ничего себе! Представляете, дают даже фонари. А я свой взял. То у меня будет 2 фонаря, просто будет прожектор корейский. Технология такая, натянута будет веревка, и ты по ней так тянешь и проплываешь сквозь пещеру. Идея прикольная, я такого не встречал, так что сейчас проверим. Very cold? Таня не хочет попку опускать. Говорит, холодно ей. Ну, такая освежающая. О, very cold. Вообще не хочется попу опускать. Надо еще самому тягнуть себя, это жесть. Холод просто ужас какой собачий. Капец. Еще надо самому себя тянуть. Мне нравилось по течению плыть. Когда ты плывешь, тебя несет, а тут надо прям работать. Ну, примерно вот так это выглядит. Вот. Все темнее и темнее становится. Ну и прям реально в попке холодно. Так прям руки в этот канат натираешь нормально, знатно. С ногами приходится вообще помогать, когда снимаешь. Темнеет. У меня, видите, 2 фонаря на потолке. У меня беленький и желтенький. Это мой прицел. Ой, если бы еще не так холодно было, цены бы не было. Начинается уже полная темнота.
Я думаю, в какой-то момент мы отключим фонари полностью. Всем привет! Подписывайтесь на канал Игорь Дуэль. Это мой YouTube канал. Ребят, вам сейчас удобно подписаться? Нормально? Интернет есть у вас? Или я могу раздать? Таня застряла. Be careful with your leg, not hurt yourself. Use your feet to push walls, but not carefully, very carefully. Веревку тянут все, и она как бы такая вся живая, играет. Поэтому у тебя не возникла сложность с этим местом. Ой, я вообще потерял ее. У меня вообще нет веревки. Я потеряла веревку и взяла мою ногу. Да, you okay with my feet? Ну прикольный опыт, прикольный экспириенс. Вот так себя карабкаешься. Я бы тут бы каски выдавал. Тоже можно зацепиться. Вау! Туда прям реально засосаться можно. Мне Танюшка только ступила, чуть не улетела, блин. Как бы я без Танюшки это все бы дальше путешествовал. У меня билеты куплены на Танюшку тоже. Над обрывом прям прикольно. Это туда так тянет, но тут есть заборчик. Примерно вся эта история занимает минут 10. Ну, этого в принципе достаточно. Help me! Catch me! Таня always save me. Это классно, полотенечки дают, водичку дают, а я как дикий человек, все свое взял. Блин, я из отеля, который мы чекаут сделали, полотенце взял случайно. Ё-моё, только сейчас дошло. Я верну. Все выдают, все хорошо. Единственное, что, наверное, стоит с собой иметь сменный комплект одежды, потому что на этой штуке все промокает, и, конечно, хочется переодеться что-то сухенькое. Не могли бы выбрать на трипе, какой лучший отель. Вот, поэтому забронировали два, и сейчас протестим оба, потому что тот красивейший, что этот красивейший. Наш новый отель ночью выглядит вот так. Называется Кингтон. Заселяемся в новый красивый отель. Я как бомжиха, без футболки, потому что моя футболка после этого всего аттракциона мокрая, грязная, в мазуте. Вот первый раз заселяюсь в отель в таком виде. Заселяемся в новый отель. Ну прям приятный, симпатичный, прям свеженький, классный, все новенькое. Такая мини-зона кухни. Вот. Ну прям стильно, прям круто. Можно подсматривать за Таней. И вот такой вид на бассейн и на город. Мы решили долго не бродить и пошли ужинать на руфтоп прямо в нашем отеле. А потом случился один из самых красивых ужинов в нашей жизни. Выходишь из отеля в 6:30, и тут такая вот красотища творится просто. Садишься на свой байк, только надо вообще протереть чуть-чуть, тут кто-то на него росу какую-то разложил. Это утро я решил посвятить тому, чтобы узнать, откуда взлетают и куда садятся воздушные шары в Ван Виенге. Моя цель и задача словить этот шар, понять, куда он приземляется и как это они делают. Заодно посмотрим утренний сонный Ван Виенг. Ой-ой-ой, он прям надо мной. Это значит, какой-то поворачивает направо. Мне кажется, он сейчас эту улицу скоро пролетит. Когда находишься под воздушным шаром, такие прикольные ощущения. Ну вот тут просто частные дома. Я не понимаю, куда он вообще собирается. Ё-моё, как это страшно. Тут прям какое-то залитое озеро, водой затопленное. И вот эти машины охотятся за этот шар, где он будет присаживаться. Но вроде бы сейчас они здесь. Ё-моё, глянь. Обалдеть, ё-моё, тут оффроуд. Я такого еще не видел. Обалдеть. Ладно, надо ехать за этими типами. Они, наверное, знают, где он будет присаживаться. Я думаю, это команда. Гасят они, конечно, с безумной скоростью. Я еще помню, с Каппадокии они просто как бешеные гоняются. И там же этих шаров, я не знаю, там, сотни одновременно. И просто весь город, там, с 4 до 6 утра, это просто какая-то автотрасса с ралли просто. Где шар? Я хочу за этими машинами по мокрым следам. О, видите, поворачивают налево.
Вот он шар этот, я не знаю, он еще держит высоту. Интересно, меня этот пес-патрон пустит. Как они вообще здесь очутились? Обалдеть. Ну, сам момент, конечно, спуска я пропустил, но поверьте мне на слово, это обычно очень твердо. Стрёмная тема. Посмотрите, где они приземлились просто, вот так если подумать. Просто тут типа 2 метра право, 2 метра лево, и это будет у тебя уже блоки бетонные. Да, этот шар просто огромный. 5-этажное здание. Как-то впечатление людей. Все живы, здоровы. Смотрите, что происходит с шаром. Воздух остывает, и он так вытягивается, вытягивается. Через какое-то время будет падать. Ну что, попытаемся выловить еще один шар. Пока он тоже где-то в кустах приземляется. Вот наш прошлый отель. Я не помню, как туда попасть к этим местам, куда они хотят приземлиться. Там конкретно так движется на снижение. Можно примерно простроить траекторию, куда они целятся. Я думал, чего команда не гонится, она уже вся здесь. Вот здесь поприятнее место для посадки, конечно. Сейчас, думаю, надо будет мне спешиться. Слушайте, это их какая-то база прям, они отсюда, походу, взлетали. То есть, как это работает? Как этот шар может вернуться в нужную точку? Ой-ой-ой, ловит его, ловит. Я бегу. Собака хоть не атакует меня, хорошо. Посадку, хочу вам показать посадку. Ой, держит. Вот так его руками словили. Блин, ну команда просто на месте уже сразу была, конечно. Это будет максимально мягкая посадка и максимально в нужное место. В Каппадокии было пожестче у меня. Good morning! Чуть-чуть подгазовывает этой штукой, потому что не хотят сильно проваливаться вниз. То есть держит уровень. Смотрите, такая машина огромная, она очень с задержкой делает. Ты газанул, она чуть-чуть подняла его там спустя. Посадка. Самое интересное. Это было супер мягко. У меня есть знакомый кейс. Вот эта штука при посадке коснулась земли, угол споткнулась и кабина перевернулась. И это, конечно, такие последствия тоже тяжелые. Воздушный шар в середине выглядит пусто. Надо вылазить вот так вот из корзины. Дверей нет. Но из прикольного в Каппадокии они разворачивают прям такой мини просто бар. После этого всего, когда эти эмоции, ты спускаешь на землю, и там тебе еще наливают всякие разные коктейльчики. Сейчас понаблюдаем весь процесс, как складывают воздушные шары. Вот он по чуть-чуть начинает уже сдуваться. Размером как 5-этажный дом примерно. Вот его тянут в нужное направление. И хотят его положить, чтобы он не пачкался, не терся на вот эту вот специальную такую платформу-клеенку. И сейчас он будет моментально быстро падать. Если его перевернуть, сразу начнет воздух выходить. Просто гигант. Только не на меня. Если горячий воздух из него прям вываливается или нет? Ну, должен прям горячий, наверное, правда? А вот еще сверху щель тоже, видимо, попускают как-то там, чтобы он выходил. Нет, все тут они не дают горячему воздуху выходить, весь горячий воздух там. Ой-ой-ой. Прям катится на меня. Вы когда-нибудь трогали воздушный шар просто? Вы когда-нибудь его трогали? Он не какой-то супер прочного материала. Такой, как бы вот реально такая вот клееночка. Если горячий воздух туда вываливает или не вываливает? Сейчас проверю. Видите, тут еще такой купол дополнительный внутренний. Они так вот стягивают, он закрывается и открывается, выходит. Ну, я не чувствую горячего воздуха, обычный. А, не, есть. Есть. Слушай, чуть-чуть есть, прикольно. И такой еще запашком этого горелки этой. Да, реально, ой, прикольно, прям прет. Ребята, вы такие эксклюзивные кадры видите, у меня такие будете вообще это образованные. В крайней ситуации вы сможете вообще легко этот шар разобрать, собрать. Вот такая горелка, из которой вырываются эти просто языки пламени. И вот кабина капитана. Тут стоит 4 баллона. И он из них, получается, подгазовывает. Да, ребят, конечно, невероятное зрелище.
еще в таком красивом месте я подловил для вас еще один момент, когда уместно поставить лайк. Очень классное, очень живописное место для старта и реально очень компетентная команда, поэтому вот контакты. Думаю, WhatsApp у них тоже есть, можно связаться с ними. Они говорят, что полетать примерно 8-10 минут, высота 60-80 метров, но объективно только приземлялись они минут 15, понимаешь? Вот, поэтому я думаю, они еще летают, там как бы реально минут 20 взлетают, что такая процедура примерно на час времени, и это как бы более чем достаточно. Все, я пошел, а то у меня работает непочатый край с пацанами, нужно будет им что-то помочь, что-то собрать, разобрать, сложить, завернуть, помыть. Это целое дело. Все, ребят, давайте. До следующего куска видео. Ван Виенг в отличную погоду, конечно, просто прекрасен. Просто прекрасен. Но в солнечную погоду в Ван Виенге другая проблема. Появляется пылюка, которая просто вообще стоит таким вообще столбом. Все, я в отеле. Я считаю, охота удалась за воздушными шарами. Отличные кадры получились. Вот, а сейчас идем на завтрак. Таня, show what we have. Pumpkin. Вот такой вот завтрак у нас получилось собрать. Do you like breakfast here more or there? Ребята, за $40 отельчик очень приятный. И, конечно, вообще прям такое видно, что очень люди инвестировали деньги, вкладывали. Очень классно все сделано, очень приятно находиться, все чисто, красиво. Последний день в Ван Виенге, нам нужно было успеть все. Мы приехали на эту знаменитую смотровую площадку с мотоциклом. Тут внизу мотоцикл, на входе мотоцикл. 20 тысяч стоит вход, как всегда. Говорят, подниматься 30 минут, погнали. Пока поднимаемся, я расскажу вам про свои очки. У меня такие очки, короче, когда ты на солнце, они темные, а если ты где-то в тени, ты можешь так вот их осветлить. А еще в них встроены динамики, и когда ты едешь в шлеме, навигация, ты можешь слушать музыку, подсказки, куда ехать. Прикольная штука. Ну а подъем такой прям реально хайкинговский. Прям реально. В Лаосе мы такие еще не встречали подъемы. Таня в шоке. И у меня мои белые носочки тоже в шоке. Слушайте, тут прям труба. Прям подъем, ну прям подъем. Жесткий. I didn't expect that it will be so difficult. But we pay money already, we cannot go back. Помогите перевести пословицу мне. За что уплочено, должно быть проглочено. Как сказать, Таня, это на английском? Конечно, вероятность падения крайне высока. Просто все супер скользкое. Жесть. Тяжелый подъем. Мы уже замахались, встретили ребят. Я говорю, сколько процентов осталось? Он говорит, ну еще где-то 80. Думаю, капец. А еще говорит, что в твоих туфлях тут не очень идти хорошо. Я говорю, а ты на Спанч Боба не наговаривай мне, хорошо? Этот Спанч Боб, блин, полноприводный такой, что мама родная. Опа! Опа-на, опа! Кто так умеет делать? So how we can do? Give me hand. But you feel better. It's okay. I don't lie, I don't want. Очки Шанель не берите сюда, Таня, рекомендую. Вот на этой зоне их можно уронить. Такая бесстрашная ящерица. Вот ребята уже попы грязные. Как-то подскользнулись, упали. How many percent we did already? Not much. Короче, я дал ребятам денег. Они сейчас доставят их Тане. Таня не пойдет вниз. Но у меня высокая социальная ответственность. Я должен показать эту вершину. Ну что, я остался один. Таня отвалилась. Но слава богу, со мной есть мои подписчики. Мы дойдем до этого вершины. Подтолкните меня лайком чуть-чуть. Вы знаете этот танец Майкла Джексона, который так лунной походкой ходил? Вот если вы никогда не умели, но всегда мечтали научиться, вот вы здесь этому научитесь, не прилагая усилий. А посмотрите на эти камни. Они все в такой скользкой грязюке. И сами еще заполированы. И еще вообще нельзя останавливаться ни на секунду, потому что начинают жрать комары сразу, вообще моментально. Такие злющие комары. Просто ужас, реально. Как динозавры по размеру. На секунду останавливаешься, сразу начинают тебя фигачить. Пшикайтесь в самом низу этой штукой. Так, я поднялся, но ключевые слова: тяжело, опасно, грязно. Не знаю, как эта бабушка сюда приползла, честно, я не знаю.
Ты еще сюда поднимаешься, а потом думаешь, блин, это еще спускаться, это полный капец. В такой красоте на пенек сел, должен был 100 тысяч отдать. Я просто хочу увидеть момент, когда они этот байк сюда поднимали, как это выглядело. Я с Таней поднимался, потерял Таню. Как они его сюда доперли, я не представляю. Но сделали крутой такой viewpoint, все тут фоткаются. Увидев фотки с этого места, я впервые услышал про Лаос. И мне захотелось сюда поехать. Наконец-то меня узнают мои подписчики. Where you from? Thailand. Таиланд? Yeah. Кунтай?คนไทย Спуск у меня занял 23 минуты. Подъем, я думаю, хороших минут 40. I lose Bobby, but he with me. And I found this one. А как же придумать вам так, чтобы это место посетили и не задолбались, и не запачкались? А попробуйте слетать! Ой-ой-ой-ой-ой, как дует! Начинаем нашу поездочку. Заводимся. Как это быстро все происходит, я в шоке просто. Я просто в шоке. У-ху! Я в шоке. Ветер дует, но терпимо. Хорошо, что есть наушники. Сейчас полетим на главную смотровую площадку, которая знаменита этим мопедом. Это я там лечу. У-ху-ху! Какая красота здесь, просто я в шоке. Зачем пешком подниматься на смотровую площадку, да, если можно к ней прилететь? Не смотреть вниз, не смотреть вниз, не смотреть вниз. Ю-ху! 500 метров! Ё-моё! Красота есть! Воздух здесь просто обалденный, просто невозможно надышаться. Я отсюда не хочу уходить, реально, класс! Это, наверное, лучшее место в мире для того, чтобы попробовать параплан. Виды просто невероятные, обалденные горы, холмы и просто очень крутые пейзажи рисовых полей. Если будете здесь, обязательно посетите это место. Я оставлю вам контакты самого выгодного и качественного перевозчика. Живописнейшая скала, вот эта вот огромная, и вот сам вид на Ван Биен. И эту реку, по которой мы вчера сплавлялись. Слава богу, нам повезло с погодой, закончился этот дождь, и мы можем насладиться этим невероятным городом. Мы в повороте. Ё-моё, вот это мне всегда самое тяжелое. Мне эти перегрузки тяжело даются. Все, мы заходим на посадку. Посмотрите, как оно крутит, мотыляет. Лететь обалденно, но я честно не знаю, как мы сейчас врулимся в эту вот площадочку маленькую. Посмотрите, какой заваленный горизонт. Это мы так на градусов где-то 45. Поташнивает жестко. Надо дышать, глотать. Заходим на посадку.
мягче, чем мы взлетали. Это прям реально комфортно. Это очень круто, это реально прям обалденно. Очень живописная долина, я не знаю, вот именно вот здесь нужно летать по-любому. Конечно же, нам не хватило впечатлений, поэтому... My Alidawari Buggy. Это что за автомобиль? Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are. Мы решили взять вот такой вот багги. Нам он показался такие самые стильненькие, самые красивенькие. У разных магазинов разные свои дизайны. Вот нам такие понравился больше. Automatic? Yes. Ой-ой-ой-ой. Can drive also. Окей. Checking out tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Went in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. How about it takes? I'm in for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a riot, dog. Don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Таня приехала на оффроуд и не хочет запачкаться. Шутит, что ли? Baby, Lily, I have to change all. Yes. Yes. But I want to wear this one. I told Tanya, you. no, it's off-road. No, how you want? Baby, why you come Talking here? like critics, why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the gas, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna. Ё-моё, куда мы заехали, днищем тернулись. Танечка, я тебе говорил, навигируй хорошо. У тебя даже карта здесь есть. Танечка, давай, сели немножечко в речку. Давай, потом еще, раскачку. Опа. Таня мне сказала, что я плохо водил, плохо ехал. Говорю, все, садись за руль сама. Танечка, вы в своем уме? Куда вы залезли, Танечка? Huh? Это что за автомобиль? What the name? Багги. Buggy. What? Dirty. Can clean first. Little bit something. Вот такого взяли красавчика. Получается 400 000 в час. Ничего себе, Танечка, какая Пэрис Хилтон. Paris Hilton car. Pink. Как она ловко это делает. Таня! Таня, я сейчас вылечу, Таня! Таня, ты что творишь? По курам, по гусям, блин, по змеюкам, по ящерицам, да по всем дули. Тапочек в пол. Грязюка летит. Да, она, блин, агрессивнее, чем я, если слышишь. Сидела тут сбоку, кричала на меня, что когда я неправильно еду, она так валит в номер. Вы не станет driving buggy. Там, где Range Rover не проедет, мы пролетим. Так, все, я на выход. Замена экипажа.
прикольная машинка, на самом деле, очень мягко проезжает все ямы и классно съезжает с дороги, проезжать какую-то грязюку там, где байк не проедет. Вообще, поэтому на часик рекомендую, самое оно. А вот, конечно, на дольше, я думаю, нет смысла брать, как эта машина, так для передвижения по Вьеньянгу смысла особо нет. А так повеселиться на час класс. อันนี้ชื่อร้านอะไรคะอินเทน Интербаги. Очень просто фишка в том, что берут как бы в залог паспорт, да, и мы как бы этот баги нормально так поубивали, и мы не успели подъехать, а она нам этот паспорт уже как бы отдает. Вот, поэтому вот это очень важный как бы элемент, чтобы вас там не качали. Поэтому вот девушка проверенная, можете к ней обращаться. Наконец-то наши приключения закончились, и мы отправились на железнодорожный вокзал. Погодка хорошая, и мы приехали на вокзал Ван Виенг. Не сильно многолюдно здесь, но надеюсь, что все пройдет хорошо, и наш поезд приедет. Отменить вот так в последний момент, как наш тот поезд в Вьентьяне. Живописный, да, здесь такой как бы вид, когда выходишь с вокзала. Вот такой вот миленький вокзальчик. Для 50-тысячного города, да, мне кажется, даже очень круто. Ну, из-за туристов, конечно, есть такой смысл строить, да. Такая зона досмотра, как в аэропорту, даже досмотра. И друг друга даже досматривают. Есть такая VIP-комната ожидания, которая, по сути, должна у нас была быть закрыта. Вот такие диванчики миленькие. Но на этом вокзале персонала больше, чем пассажиров. Если вы также будете бизнес-классом, у вас будет своя private платформа номер 8. Посмотрите, какие красивые проводники все. Ой-ой-ой. Эти китайские поезда, знаменитые скоростные. Welcome to business class. Дима. Так, бизнес выглядит вот так вот. Тут один человек. Ух ты, блин, прикольно. Тут один человек на всю эту. Мы с Таней думали, что мы будем в разных частях сидеть с ней. Оказывается, мы так вот напротив. Что прям сильно. Зарядка для телефона, ничего себе. Танечка уже по чуть-чуть обживается. Не успел поезд тронуться. Она уже тут уже обустроилась. Таня. How you do? Ничего себе. Ты в Лаосе сейчас или где? Еще? Лежать ты можешь. Ты потом соберешься? Бай-бай. Very nice. А мы отправляемся в город Луанг-Прабанг, и следующий выпуск будет про него. Этот город я бы назвал бы культурная столица всего Лаоса. Обязательно не пропустите. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди ждет много интересных и полезных для вас приключений и впечатлений. И самое главное, этот контент будет очень полезен для вас.